обучения. Дорогие зрители, задумались ли вы о том, проходил ли кто-нибудь его в данной игре? Если кто-то это делал, пожалуйста, напишите в комментариях, я хочу посмотреть, сколько вас вообще таких есть, и смысленно ли это делать, мы узнаем в данном ролике. Всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Всем привет, с вами Гафер, хочу сразу же поблагодарить первого и пока что единственного спонсора Мистер Мистери, он второго уровня, если что. Огромное тебе спасибо за такую поддержку, ну а мы будем приступать к самому обучению. Оно находится на главной панельке. И нас перекидывает на рандомную цивилизацию, вас будет перекидывать на какую угодно, если что, вам наперед скажу. И что получается? Начинаем мы с того, что игра нас приветствует. Добро пожаловать в обучение Age of Civilizations 2. А тут непорядок, уже ж history. Лукаш, почему это мы тут не исправляем? Не понял. Пошаговая стратегия, которую легко освоить, но трудно стать мастером. Ваша цель – использовать военную тактику и хитрую дипломатию, чтобы объединить мир или завоевать его. Будет ли мир истекать кровью или кланяться перед вами – ваш выбор. Ну, насчет тактику и дипломатию бы так не сказал. Тут за одну монетку можно сделать так, чтобы любая страна с другой воевала. Ну, это мы шаг пропустим. Потом, смотрите, нам... Ой, ё-моё, сколько тут аж 8 цифрок, необычно. Скрыть окно цивилизации, точнее открыть. Ну это, я думаю, вам сильно читать не буду, и так все знаете. Я думаю, следующий шаг лучше сделать, потому что это и так банальщина. Дальше. Все сообщения, ну это понятно, они тут все приходят. Второе. Столица вашей цивилизации. Ну вот мы, слава богу, знаем уже, те, кто хотя бы раз заходил, уже имеет опыт с этим. Потом. Столица. Это самая важная провинция государства. Это сердце вашей цивилизации. Столица имеет оборонительный бонус. Плюс 15%, а также атакующий бонус плюс 10%. И тут, кстати, в чем прикол, есть такая тема, примечание. Вы можете масштабировать карту, чтобы вернуться к стандартной шкале, быстро нажмите 2 раза. Ну, это типа вот так вот, видите, чтобы отдалять, там, приблизить, ну, такой тему, уже, думаю, все знают. Следующий ход. О боже, сколько текста, мне страшно его читать. Прозрачные провинции нейтральные. Провинции с светом относятся к другим цивилизациям. Гениально. Ну, это логично. Полосатые провинции оккупированы. Ну, это про вот эти, понятное дело. Города рисуются в провинциях с самым большим населением из всех провинций и цивилизаций. Эти провинции являются ключевыми провинциями. Потом, приказы подаются перед каждым раундом. Ну, то есть, типа, это не почасовая игра, а просто, получается, пошаговая. Количество приказов, которые вы можете подавать в течение каждого раунда, ограничивается вашими очками движения за этот раунд. Ну, давайте скажем ход, чтобы не повторяться. После подачи заказов цивилизация выполняет действия по очереди, которые рандомизируются, забавное слово, в начале каждого хода. Следующий ход получается нижняя панель. Это вот здесь вот. Получается мини-карта. Подождите, разве это мини-карта? Это движение. Ты что, дурак? Ну ладно, пусть так будет, я походу туплю немного. Информация о выбранной провинции. Я понял, что это вот нужно нажимать, а не вот то, что я движение тыкал, протупил что-то я немножко. Так, вернемся обратно к нашей Сербии, где она находится, точнее Черногория. Потом информация о выбранной провинции. Ну вот типа такое мы можем узнать. И потом завершить ход или же... уже 100 раз нажал, ну неважно. Потом следующее. Владелец выбранной провинции. Циферка 1. Где она находится? Владелец выбранной провинции. Что-то я тут не вижу, наверное, закрыть надо, да? Владелец выбранной провинции. И что тут, где его найти? Все, я понял. Тут имеется в виду то, что вот этими провинцией владеет Черногория. Все, до меня дошло. Открыть-закрыть информацию о цивилизации. Слушайте, прохожу обучение, будто первый раз в игрушку играем. Да, вот такой, конечно, интересный человек. Циферка номер 2. Национальная провинция – законная часть цивилизации. Население возводится автоматически, если провинция не занята. Ну вот, типа национальная провинция, это так понятно. Потом третье, значение провинции. Ну и, короче, потом четвертое, вид ландшафта. Кому интересно, вот так его можно узнать, например, у Черногории холмы и так дальше, можете потом сами глянуть в следующий ход. Первое, население провинции, ну давайте это я не буду читать, население провинций, потом получается темп просто и счастье, сильно не буду это читать. Потом экономика провинции, это экономика, это получается уровень разработки, потом ассимиляция, стабильность провинции и риск и революции. Ну я вам так чисто быстренько гайд сделал. И потом пятерочка, это постройки, можем сюда нажать, тыкнуть, посмотреть, какие здесь вообще построечки есть, например, там в столице всякие замки, потом наблюдательный пункт,
пункты, но это уже не интересно. И потом имя провинции, шестерочка, вот, Подгорлица, получается столица Черногории. Следующий ход, потом выберите провинции, принадлежащую вашей цивилизации. Ну вот, выбрали мы, например, еще. Ух ты, сколько тут текста. Меню действий появляется после выбора провинции, принадлежащей вашей цивилизации. Первое, что мы можем, я так понял, с ней сделать, перемещение войск из одной провинции в другую. Ну, давайте вот так вот сделаем, например. Призыв войск из выбранной провинции, это на кнопочку W мы можем сделать вот так вот, например, кто не знает. Потом это стоит золото. Ну, давайте не будем это сильно читать, потому что так понятно. Больше опций. Построить здание, типа вот тут кнопочка есть, выбранной провинции. Вот, короче, стройте, что хотите. Ферма для населения, мастерская для дохода, библиотека для изучения, там лагерь снабжения, чтобы войска тратили меньше войск при содержании самих себя, получается. И также остановите войска для перемещения в сторону далекой провинции на несколько ходов. Это, ребятки, сейчас я верну войска, можно сделать на кнопочку Т и сразу же вот, например, вот сюда отправить, вот сюда, например, или вообще вот сюда, если хотите их сюда отправить. Сколько раз уже, наверное, сказал сюда, неважно, уже не сильно смотрите на эти слова, слушайте их. Следующий ход, потом задание. Оба-на. Вы что, серьезно? Вот бы, кстати, чтобы было такое в обычной, ну, получается, не обучалочке, а игре. Играешь ты себе такой, опа, задание. Было бы, кстати, интереснее намного. Потом выберите провинцию, которая принадлежит вашей цивилизации, и выберите новые подразделения. Вы не можете призвать армию в оккупированные провинции. Призовите несколько новых единиц войск. Давайте в столице не буду призывать, призовем буквально 17 штучек. Потом перемещите в соседнюю провинцию, вот сюда вот, например, пусть идет. Дальше. Вы можете построить здание в выбранной провинции в меню дополнительно. Ну, я вам это уже вроде все говорил. Замок защита, наблюдательный пункт тоже защита, только уже меньше. Порт, чтобы можно было выплывать, получается, на сами, получается, морские провинции. Кстати, бонус защиты 4. Ой, тут и, кстати, доход от производства плюс 2% добавляет. Библиотека добавляет 1 очко исследования к 25 человекам на провинции, которые живут, получается. Потом ферма там просто, мастерская доход. Ну, короче, неважно, мы же не это тут проходим. Короче, следующее задание. Открыть бюджет вашей цивилизации. А тут что-то новенькое. В меню бюджета вы можете управлять своими доходами и расходами. Ну вот тут, конечно, не понял. А что-то мы Великобританию открыли. Давайте вот сюда зайдем. Вот. Доходы, расходы, там налоги, всякая тема. Сделаем инвестиции, блага, там налоги на максимум. Ладно, шучу, не буду уничтожать экономику моей страны, точнее, позитивность. Ну, тут я сильно читать не буду. Следующий ход, и так понятно, что тут происходит. Давайте кстати, Соединенных Штатов, точнее, Соединенного Королевства заберем приз. А что, не могу забрать? Ну и ладно, не хочешь давать, не надо, жлобяра. Потом, давай я так заберу, чтобы наверху было. А ну, может передвинуться. Да, я, походу, сломал обучение. Я просто похлопаю. Посмотрите, оно меня просит открыть бюджет вашей цивилизации. Его, во-первых, здесь нет. А когда мы это делаем, ну, вообще, как в игре происходит, вот сюда вот. И, как бы, ну, вот, расходы, доходы, как оно нам объяснялось, да? И чё? И чё ты меня стопишь? Что дальше делать? Алло, ребят, объясните мне, пожалуйста, что за подстава? Алло. Так, вернул я все на свои места, только теперь мы не, получается, за Черногорию, а за Литву играем, но это не сильно важно. Инфляция. Ну, это мы читали про бюджет, не буду сильно повторяться. Инфляция. Когда у вас большая казна, деньги начинают терять стоимость. Это результат инфляции. Каждый ход вы будете терять определенное количество золота из-за инфляции, пока ваша казна не уменьшится ниже порога инфляции. Дальше мы нажимаем на, получается, значок нашей цивилизации, ну не значок, а там, где все тут можно делать. Потом налоги всякое там ставим, вот это вот выбираем, протыкиваем, не знаю, что оно от нас вообще хочет. Сейчас я чекну. Все, чекну. Вот, блага. Я не знаю, почему оно тут снизу находится. Я бы вот сюда, так, чтобы его переместить. Ну ладно. Блага влияет на рост вашего населения. Ну, это, я думаю, объяснять не нужно. Там население растет. Чем больше блага, тем быстрее растет население. Аналогично с исследованием, аналогично с инвестициями. И все, в принципе. Вернуться к дипломатическому виду карты. Нажимаем вот сюда вот. Или же кнопочка F3. Вот можно, видите, нажимаю на кнопочку F3, кто не знал. И потом конец хода, следующий ход. Я понял. Задание конец хода превосходно. Именно когда ты воюешь с Германией за Литву. Ну ладно. Что дальше? Не понял удачи. Обучение завершено. Это все? Ну слушайте. В принципе, ребятки,
какой вердикт я могу вынести? Обучение в этой игрушке довольно-таки хорошее. Мне оно понравилось, потому что объясняет оно практически все, что в этой игре есть. Потому что, в принципе, если бы я не знал, я бы плюс-минус понял. Но единственное, можно было еще показать, как воевать с другими странами, как тактики какие-то делать, потому что, несмотря на то, что эта игра не сильно прям супер тактическая, все равно здесь можно что-то придумать. Ну а вам, ребятушки, спасибо за просмотр, и мы увидимся уже в новых роликах. Предлагайте свои игрушки, идеи на АОСку. Скоро будут новые прохождения, такие как, например, а что я вам не скажу, узнаете потом скоро, или же спонсоры узнают. Ну, короче, до новых роликов.